Всем привет! В этом видео я предлагаю вам связать со мной вот такого мишку с букетиком. Рост мишки 14 сантиметров. Для вязания нам потребуется пряжа. У меня это Yarnard Jeans, 55% хлопок, 45% полиакрил, колор 89. Также понадобится крючок 2 миллиметра, пряжа для шарфика, можно взять любую пряжу. У меня это Vita Dolly, к сожалению, это от этой пряжи этикетка, но цвет не сохранился именно от этого цвета этикетка. Такой светло-розовый. Для вязания букетика нам потребуется пряжа разных цветов. У меня это пряжа Пехорка, детская новинка. Также нужно будет ниточки ирис или аналогичные ниточки для вышивания носика. Потребуется любой наполнитель. У меня это холофайбер. Иголочка и ножнички. Приступим. Делаем кольцо амигуруми. На пальце вворачиваем колечко и делаем первую закрепительную петлю. Все. В это колечко провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. За свободную ниточку кольцо затягиваем. Все. Дальше провязываем в каждую петельку по 2 столбика без накида. Первую петельку 2 столбика. Вторую 2 столбика. Третью 2. Четвертую. Пятую. И шестую. Все, сделали 6 прибавок. Колечко еще посильнее затягиваем. Во втором ряду у нас получилось по кругу 12 столбиков без накида. Вяжем третий ряд. Берем какую-нибудь ниточку для обозначения начала ряда. Прокладываем ее вот так за петельку на крючке. В третьем ряду мы сделаем 6 прибавок. Вяжем 1 столбик без накида, в следующую петлю прибавка. 2 столбика без накида. И опять повторяем 1 столбик без накида, следующую петлю прибавка. Так провязываем до конца ряда. В конце ряда у нас получится по кругу 18 столбиков без накида. Четвертый ряд. В четвертом ряду мы также сделаем 6 прибавок. Ниточку прокладываем, вяжем 2 столбика, следующую петлю прибавка, снова 2 столбика, прибавка. Так вяжем до конца ряда. В конце четвертого ряда у нас получится 24 петли. Пятый ряд. Также делаем 6 прибавок. Провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, в следующую петлю прибавка. Опять 1, 2, 3, следующую прибавка. Так вяжем до конца ряда. В конце пятого ряда
у нас должно получиться 30 столбиков. 6-й ряд. Также делаем 6 прибавок, провязываем 4 столбика, прибавка 1, 2, 3, 4, следующую петлю, прибавка. Так вяжем до конца ряда. В конце 6-го ряда у нас получится 36 столбиков. 7-й ряд. Провязываем 5 столбиков без накида, прибавка 1, 2, 3, 4, 5, в следующую петлю прибавка. Так провязываем до конца ряда. В конце 7-го ряда у нас должно получиться 42 столбика без накида. Провязали 7 рядов, у нас получилось 42 столбика без накида. Далее с 8 по 13 ряд провязываем без изменения по 42 столбика без накида в каждом ряду. Встречаемся в конце 13 ряда. Провязали 13 рядов. Вот что у нас получилось. Теперь нам нужно прикрепить глазки. У кого кто будет крепить глазки на безопасном креплении, будем крепить глазки. Кто будет бусинки пришивать, то уже после окончания вязания головы пришьет. Так, глазки крепим между 9 и 10 рядами. От макушки считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот между 9 и 10 рядом будем крепить глазки. Так, один глазик прикрепили. Дальше, можно на любом расстоянии, как вам нравится. Я отсчитываю 3 дырочки, 1, 2, 3, и в следующую креплю следующий, второй глазик. Так вот у нас получилось. Между глазками у нас получается 1, 2, 3, 4 столбика или 3 дырочки. Так. Все. Посмотрим. Все, если понравилось, тогда закрепляем глазки. Все. Глазки закрепили. Вяжем 14 ряд. В 14 ряду провязываем 5 столбиков без накида, убавка. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем убавку за передние стенки петли. Берем за одну стеночку петли одну петлю, затем вторую петлю за переднюю стенку и провязываем столбик без накида. И опять также 1, 2, 3, 4, 5 и делаем убавку. Одну за переднюю дужку, вторую и провязываем столбик без накида. Так вяжем до конца ряда. В конце 14 ряда у нас должно получиться 36 столбиков без накида. 15 ряд. Провязываем 4 столбика без накида, убавка. 1, 2, 3, 4 и делаем убавку. Так провязываем до конца ряда. В конце 15 ряда у нас должно получиться 30 столбиков без накида. 16 ряд. Провязываем 3 столбика без накида, убавка. 1, 2, 3,
и делаем убавку. Так вяжем до конца ряда. В конце 16 ряда у нас должно получиться 24 столбика без накида. 17 ряд. Провязываем 2 столбика, убавка. 1, 2 и убавка. Так вяжем до конца ряда. В конце 17 ряда у нас получится 18 столбиков без накида. 18 ряд. Провязываем без изменения 18 столбиков по кругу. Провязали 18 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую петлю и ниточку обрезаем, оставляя длинный кончик нити для пришивания. Все. Голова готова. Теперь ее нужно наполнить. Берем наполнитель любой. Начинаем наполнять голову. Распределяем полностью по всей голове наполнитель. Набиваем плотно. Так. Все, я наполнила наполнителем голову. Вот что получилось. Теперь вяжем мордочку. Делаем первую закрепительную петлю. В нее провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. В следующую петлю цепочки еще один столбик без накида. В последнюю петлю цепочки провязываем 3 столбика. 1, 2 и 3. Переходим на вторую сторону цепочки. Провязываем столбик без накида. В следующую петлю столбик. И вот в эту вот воздушную петельку, которая у нас была первая, провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Все, первый ряд провязан. Дальше вяжем по спирали. Ниточку вот эту можно обрезать, я ее спрятала под провязанные петли. Можно опять же взять маркер, проложить. Второй ряд. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. В следующую петлю провязываем прибавку. 2 столбика в одну петлю. 1, 2. Далее провязываем 4 столбика ровно. 1, 2, 3, 4. В следующую петлю провязываем прибавку. 1, 2. И в последнюю петлю ряда провязываем 1 столбик без накида. В конце второго ряда у нас получилось 12 столбиков без накида. Вяжем третий ряд. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В следующую петлю провязываем прибавку. 2 столбика. 1, 2.
Так, дальше провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую петлю провязываем прибавку 1, 2, и в последнюю петельку ряда провязываем 1 столбик без накида. У нас получилось 14 столбиков без накида. Четвертый ряд провязываем без изменений 14 столбиков по кругу. Провязали 14 столбиков по кругу, делаем соединительную петлю и ниточку обрезаем, оставляя длинный кончик нити для пришивания. Все. Вяжем ушки. Первый ряд. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Кольцо затягиваем. Второй ряд провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 2 столбика, в пятую 2 столбика и в шестую 2 столбика без накида. Провязали второй ряд, у нас получилось по кругу 12 столбиков. Третий ряд провязываем, третий и четвертый ряд провязываем в круг 12 столбиков без накида. Провязали 4 ряда, делаем соединительный столбик и ниточку обрезаем, оставляя кончик для пришивания. Все, вяжем точно такое же, еще одно ушко. Вот я связала второе такое же точно ушко. Теперь приступаем к вязанию ручек. Так, делаем кольцо амигуруми. В него провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Колечко затягиваем. Во втором ряду провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. В первую петлю 2 столбика, во вторую 2 столбика, в третью, четвертую 2 столбика, и в пятую 2 столбика без накида. У нас получилось 10 столбиков в круг. Теперь с 3 по 6 ряд провязываем без изменений по 10 столбиков без накида. Получается 4 ряда. 3, 4, 5, 6. Провязываем. 7 ряд. В этом ряду нам нужно сделать 3 убавки. Вяжем 1 столбик, затем делаем убавку за передние стенки петли. Затем снова провязываем 1 столбик и делаем убавку. И третий раз столбик, убавка. В конце ряда у нас остается еще одна петелька, в нее мы провязываем 1 столбик. Теперь нужно взять немного наполнителя и наполнить ручку. Ну,
немного. Наполнять будем только основание ручки. Наверху не будем наполнять. Можно еще немножко. Все. У нас получилось в круг 7 столбиков без накида. Теперь нужно с 8 по 11 ряд провязать 7 столбиков без накида. Провязали 11 ряд, 7 столбиков без накида. Теперь нужно соединить края ручки. Мы их будем потом ввязывать в тело. Провязываем за одну стенку, берем всю петельку. И на второй стороне одну петельку. Провязываем столбик без накида. Дальше также на одной стороне и на второй стороне. Тоже провязываем второй столбик без накида. И в конце вот сюда вот делаем третий столбик без накида. Все. Вот мы соединили 3 столбиками без накида. Делаем соединительную петельку. Ниточку чуть-чуть вытягиваем и обрезаем. Теперь нужно провязать точно такую же вторую ручку. Вот я провязала еще одну точно такую же ручку. Теперь приступаем к вязанию ножек. Делаем колечко. Закрепляем петельку. В кольцо провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Колечко затягиваем. Во втором ряду провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Первую петлю 2 столбика, во вторую петлю 2 столбика, в третью, в четвертую 1, 2, пятую и в шестую. У нас получилось 12 столбиков без накида. Теперь с 3 по 8 ряд вяжем без изменений 12 столбиков без накида. Встречаемся в конце 8 ряда. Вот я провязала 8 ряд. Затем делаем в следующую петельку соединительный столбик, еще одну делаем, еще один соединительный и ниточку обрезаем. Все, одна ножка готова. Теперь нам нужно связать точно такую же еще одну ножку, но на второй ножке ниточку мы не обрезаем, будем соединять ножки. Все, вяжем. Вот я связала вторую точно такую же ножку. Теперь для того, чтобы не было дырочек между ножками, я соединяю их так. На вот этой второй ножке, как мы провязали 8 ряд, делаем тоже соединительный столбик в следующую петлю. Теперь провязываем 2 воздушные петли. Берем первую ножку, и нам нужно к ней присоединиться соединительным столбиком, но это еще будет не первый столбик следующего ряда. Вот смотрите, где мы делали соединительную петельку, да, не в нее соединяем, а перед ней, вот в эту вот, перед соединительной петелькой, делаем тоже соединительный столбик. Вот так вот. И теперь следующая первая петля уже следующего ряда туловища будет, это будет первая петля. Поэтому мы ставим маркер на начало ряда и начинаем провязывать. Провязываем по вот этой первой ножке 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9, 10, 11. И 12 у нас будет вот где был соединительный. Вот так она немножко по-другому выглядит. Сюда делаем 12 столбик. Так? Теперь нам нужно провязать 2 столбика по цепочке вот этой соединительной. И надо обязательно посмотреть, чтобы цепочка была не перекручена. Вот так вот. По ней провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Затем переходим на вторую ножку. Тоже провязываем по ней 12 столбиков без накида. Не вот в эту петельку, в которую мы делали соединительный, а в следующую. Начинаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И тоже вот здесь вот такая петелька немножко по-другому выглядит. 12. Теперь по второй стороне цепочки также провязываем 2 столбика. 1 и 2. Все. Первый ряд туловища у нас провязан. Вяжем второй ряд. Во втором ряду нам нужно сделать 2 прибавки на животике. Провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот здесь, где мы делали цепочку, по цепочке провязывали 2 столбика, делаем 2 прибавки. В первую петлю делаем 2 столбика, 1, 2. И во вторую петлю провязываем 2 столбика, 1, 2. Далее провязываем до конца ряда ровно 14 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Все, второй ряд провязан. Теперь нам нужно провязать с 3 по 9 ряд без изменений 30 столбиков. У нас получилось вот в ряду 30 столбиков. Вяжем 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ряды, 7 рядов по 30 столбиков без накида. Провязали 9 рядов туловища. Теперь нам нужно наполнить немножко наполнителем ножки. Тоже плотненько наполняем. Смотрим, чтобы ножки у нас были одинаковые. Можно воспользоваться вот бамбуковой палочкой, можно просто обычными ножницами, чтобы плотненько все посадить. Вот так вот. Ну, пока хватит, потом в ходе вязания будем дальше наполнять наполнитель. 10 ряд. Провязываем 3 столбика без накида, 1, 2, 3 и делаем убавку за передние стенки петли. Опять 1, 2, 3, убавка. Так вяжем до конца ряда. 3 столбика убавка 6 раз. В конце ряда у нас должно получиться 24 петли.
11 ряд. Провязываем без изменений 24 столбика без накида по кругу. 12 ряд. Делаем в этом ряду 6 убавок. Провязываем 2 столбика, 1, 2, убавка. Опять 2 столбика, 1, 2, убавка. Так провязываем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 18 столбиков без накида. 13 ряд. В этом ряду нам нужно будет вязать ручки. Провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Берем одну ручку. Берем одну петельку на ручке и одну петельку на туловище. Соединяем их столбиком без накида. Затем также дальше одну петельку на ручке, одну петельку на туловище, столбик без накида. И третью петельку на одну на ручке, одну на туловище, провязываем столбик без накида. Одну ручку привязали. Дальше провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Берем вторую ручку. Также точно одну петельку на ручке, одну на туловище, соединяем столбиком без накида. Одну петельку на ручке, одну на туловище, столбик. И третью петельку на ручке, на туловище, соединили. До конца ряда у нас осталось еще 2 столбика без накида, провязываем их ровно. 1, 2. Все, ручки привязаны, ввязаны. Теперь в следующий ряд, последний будет 14 ряд, нужно провязать 18 столбиков без накида по кругу. Провязали 14 ряд, 18 столбиков без накида. В следующую петлю делаем соединительный столбик и ниточку обрезаем, оставляя длинный кончик для пришивания. Теперь нужно донаполнить туловище наполнителем, сформировать животик. Вот так вот. И приступаем к вязанию хвостика. Делаем кольцо амигуруми, закрепляем петельку. В кольцо провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Колечко затягиваем. Второй ряд провязываем 3 прибавки. Вяжем 1 столбик, в следующую петлю прибавка 1, 2. Затем опять также столбик, в следующую петлю прибавка 1, 2. И третий раз столбик, прибавка 1, 2. У нас получилось 9 столбиков во втором ряду. Третий ряд провязываем ровно 9 столбиков без накида по кругу. Провязали третий ряд 9 столбиков, делаем в следующую петлю соединительный столбик и ниточку обрезаем, оставляя кончик для пришивания. Все, хвостик готов. Так, теперь нам нужно пришить мордочку. Берем мордочку, наполняем немножко наполнителем ее
и прикладываем вот так вот под глазками. Пришиваем ее на 3 ряда. Вот под глазками это первый, вот так вот 1, 2 и 3 вниз. Вот так вот смотрим, чтобы ровненько было. Затем отсчитываем 1, 2, 3 ряда. И начинаем пришивать. 1 столбик на голове и 1 петелька на мордочке. И опять так же. Цепляем столбик на голове и 1 петельку на мордочке. Все. Итак, пришиваем всю мордочку по кругу. Все, мордочку я пришила. Теперь нужно вышить улыбочку, носик. Вот. Я буду носик приклеивать вот такой вот. 10 миллиметров носик у меня. Если нет носика, можно просто вышить вот так вот. Либо горизонтальными несколько стежков сделать, либо вот так вот треугольный вышить носик. Я буду приклеивать такой носик. Но прежде чем приклеить его, нужно вышить улыбочку. Берем ниточку, я беру ирис, вставляем в иголочку, прокалываем вот здесь вот в отверстие головы и выводим ниточку посерединке вот так вот, чуть выше середины. Да? Оставляем здесь кончик в конце, чтобы потом связать. Прокладываем ниточку вниз, ровно, чтобы было вот так вот. Прокалываем с этой стороны и будем делать улыбочку. Вот так вот. Сюда прокалываем. Смотрим, чтобы было ровненько. Затем с этой стороны прокладываем точно так же, смотрим, чтобы было симметрично. И выводим вот в этой же петельке. Так. Все. Смотрим, чтобы было ровненько. Теперь вот здесь вот поверху, чуть выше, чтобы закрепить вот эту за ниточку, прокалываем и выводим ниточку опять же в серединке головы. Вот так вот. Все. Поправляем, если что-то там, смотрим, чтобы было все ровненько. Затем здесь вот ниточки связываем на узелок и обрезаем. Затем приклеиваем носик. Все, я приклеила носик. Теперь нужно вышить бровки. Берем опять черную ниточку, продеваем в отверстие, отсчитываем от того ряда, где мы крепили глазки, вверх 2 ряда. 1, 2. И где-то вот так вот сбоку, немножко от глазика, прокалываем. Оставляем здесь ниточку, чтобы завязать потом. Затем отступаем где-то 2 петельки и на ряд выше, вот так вот, вводим ниточку и выводим где-то, чтобы было вот так вот симметрично на второй стороне. Так. И также точно здесь отступаем где-то 2 петельки и на ряд ниже и выводим вот здесь вот опять. Так, смотрим, чтобы было все симметрично, ровненько. Все. Теперь здесь опять же связываем узелок. Ниточки обрезаем и прячем голову. Все, бровки вышиты. Теперь будем пришивать голову к туловищу.
Так, я на голове ниточку отрезала, буду пришивать ниточкой от туловища. Берем голову, прикладываем. У нас и на голове, и на туловище по 18 столбиков, поэтому будем пришивать. Вот смотрим, чтобы было ровненько, прикладываем. Ну, кому удобно, можно приколоть иголочками. Я вот так вот поворачиваю, придерживаю, чтобы не сдвинулось, и начинаю пришивать. Беру одну петельку на голове, вот так вот зацепляю. Неудобно на камеру. Так. Одну петельку на туловище. Так, опять одну петельку на голове, одну петельку на туловище. И так по кругу. Так вот несколько стежков, когда сделаем, подтянем ниточку, вот она пришивается. И так в круг пришиваем, смотрим, чтобы голова никуда не сдвинулась, чтобы было ровно. Все, пришиваем. Так, когда останется небольшое отверстие, вот здесь вот, нужно еще добавить наполнителя в шею, чтобы крепко все держалось. Берем наполнитель. Наполняем. Добавляем. И тогда уже пришиваем дальше. Так, вот все, я дошла до последней петельки. Теперь делаем закрепительную петлю, узелок, затягиваем и ниточку прячем либо в голове, либо в теле, не имеет значения. Вот так вот. Все, ниточку обрезаем. Пришиваем ушки. Берем ушки, прикладываем их. Я буду пришивать от макушки к 4-му ряду. Так вот смотрим сбоку, чтобы было 1, 2, 3, 4. Вот так вот придерживаем. Иголочками можно приколоть. Так. И второе ушко. Считаем 1, 2, 3, 4. Прикалываем. Все. Смотрим. Если все подходит, пришиваем. Вставляем ниточку в иголочку и начинаем пришивать. Я буду пришивать вот так вот, как бы полукругом немножко. Захватываю одну петельку на голове и одну петельку на ушке. Но захватываем только заднюю вот эту часть петельку, переднюю не трогаем. Вот так вот. Опять одну петельку на голове и одну петельку на ушке. Так, пришиваем вот эту сторону. Так, вот эту вот сторону пришили.
переходим на вот эту сторону. Вот. Теперь пришиваем за вот эти вот петельки с этой стороны. Берем тоже так же одну петельку на голове, так, одну петельку на ушке, также одну петельку на голове и на ушке. Все. Пришиваем теперь вот по вот этой вот стороне. Все, пришили ушко по этой стороне, затем ниточку выводим сзади, так вот закрепляем, делаем узелок и прячем. Все. Ниточку здесь обрезаем. Второе ушко пришиваем аналогично. Пришиваем хвостик. Берем хвостик, немного наполнителя в него, вставляем иголочку в ниточку и будем пришивать. Где-то вот так вот внизу придерживаем и пришиваем аналогично, как мы пришивали мордочку. Один столбик на туловище, одна петелька на хвостике. И опять так же. Столбик на туловище. Одна петелька на хвостике. И все. И вот так вот пришиваем по кругу. Все, хвостик пришили. Мишка наш готов. Теперь можно связать ему шарфик. Для шарфика нам понадобится абсолютно любая пряжа, какая у вас есть. И можно взять 2 бусинки или какие-нибудь подвесочки, чтобы повесить на кончике шарфика. И набираем цепочку из воздушных петель длиной где-то 28-29 сантиметров. Просто вяжем воздушные петли. Вот я провязала цепочку из воздушных петель длиной 28 сантиметров. У меня получилось из моей пряжи 75 петель. Это Vita Dolly, там 300 метров на 50 грамм. Вот, у вас может другая получиться, другое количество петель, ну, где-то 28 сантиметров. И начиная со второй петли от крючка, просто провязываем столбики без накида. И так до конца ряда. Все, провязываем до конца ряда. Все, я провязала столбики без накида до конца ряда. Теперь вделаю ниточку в иголочку и одену бусинку. Продеваем чуть дальше. На кончике завязываем узелок. Так, еще чуть-чуть. Так вот. И кончики вот так вот обрезаем, оставив небольшой хвостик. Можно вот так его ножничками чуть-чуть распушить. Теперь по второй стороне точно так же. Просто продеваем сюда ниточку. Вот так вот вставляем тоже в иголочку и вставляем вторую бусинку. Все, шарфик готов. Складываем его вот так вот пополам.
Можно одну сторону чуть-чуть подлиннее, одну покороче сделать. Берем мишку, вот так вот придерживаем с этой стороны шарфик, оборачиваем и продеваем в эту петельку вот эти вот два хвостика. Теперь вот так подтягиваем. Все, шарфик одет. В принципе, можно оставить и так мишку, но я еще буду вязать ему букетик. Для вязания букетика нам понадобится пряжа разных цветов. У меня это детская новинка на 50 грамм 400 метров. Вяжем первый цветочек. Берем пряжу, оставляем длинный кончик, это у нас будут хвостики букета, и провязываем 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Затем со второй петли от крючка начинаем провязывать столбики без накида. Всего у нас должно получиться 12 столбиков. Все, я провязала 12 столбиков без накида. Теперь ниточку чуть подлиннее, чем первая, отрезаем. Ей мы будем собирать цветочек. Теперь делаем берем за обе ниточки, делаем воздушную петлю, вытягиваем их. Все. Таких заготовочек нам нужно связать 3 штучки разных цветов. Вот связали 3 такие заготовочки. Теперь берем, вставляем иголочку в длинный хвостик, будем собирать цветочек. Вот так вот берем с конца, просто сворачиваем в розочку. Вот так вот. И на обратной стороне прошиваем иголочкой за обе, за все вот эти вот стеночки. Так, тут не надо. Вот так вот. Просто собираем на обратной стороне. Это буквально 3-4 стежка. Затем вот так вот возвращаемся в начало хвостика. Вот. У нас получилась вот такая розочка. И то же самое делаем с 2 остальными заготовками. Вот у нас получились 3 вот такие розочки. Теперь свяжем листики. Для листиков берем зеленую пряжу, оставляем также кончик, провязываем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Со второй петли от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Ниточку обрезаем. Затем тоже также за 2 ниточки берем, делаем воздушную петлю, затягиваем. Вот такой листик у нас получился. Таких листиков нужно связать 3 штуки. Все части нашего букетика связаны. Теперь его нужно собрать. Отрезаем ниточку любого цвета из этих цветов подлиннее, складываем вот так вдвое, берем букетик, складываем, как вам нравится.
Потом можно будет его распределить как нужно. Просто вот здесь вот связываем. Так, завязываем на узелок. Теперь вот эти, пока особо сильно можно не затягивать, все вот эти цветочки нужно опустить вниз до бутончиков, вытянуть их вот так. Подтянуть все. И тогда уже закрепить хорошо. Все. Наш букетик готов. Ниточки примерно пока отрежем. Потом уже остальное, когда на мишке будем примерять. Берем мишку, берем букетик. Я уже отрезала букетик, но вы можете потом отрезать на мишке, когда уже пришьете все. Берем, складываем вот так вот ручку, как нам. Смотрим, где лучше, чтобы она была. Подтягиваем немножко букетик. Здесь можно, ручку будем пришивать. Здесь можно вот так вот отметить иголочкой то место, где нам нужно вывести ниточку. Берем иголочку с ниточкой того цвета, который вязали мишку. Где-то на обратной стороне мишки втыкаем иголочку, выводим в то место, где у нас стояла иголочка. Вытягиваем. Так, оставляем там сзади кончик, для того, чтобы потом связать можно было. Берем ручку. На обратной стороне ручки делаем стежок один. Вот так вот. И выводим иголочку где-то рядом на одну петельку. А здесь точно в то же место, в которое мы вкалывали. Вот так вот. Подтягиваем. Смотрим. Все выравниваем здесь. Все. Ручку пришили. Теперь вот эти ниточки надо связать и спрятать в туловище. Вводим в это же отверстие, выводим где-нибудь в любом месте. Ниточки обрезаем. Подравниваем. Все. Наш мишка готов. Здесь можно кончики подровнять. Все, наш мишка готов. По этой же схеме я связала еще одного мишку такого, только с белой мордочкой. Вы тоже можете вязать либо с белой, либо с такой мордочкой. Этих мишек я подарю своим родным на 8 марта.
Спасибо, что были со мной. Всем ровных петелек. До новых встреч!